Привет! В этом видеоуроке мы с вами сплетем вот такие симпатичные брелки в виде совят. Если вы сплетете себе точно такого же, закрепите его на карабинчик и повесите на портфель или сумку, то все окружающие просто лопнут от зависти. А если вы еще скажете, что и сами его сделали, то вообще все упадут. Итак, давайте начнем. Для плетения такого брелка вам понадобится станок, крючок и резинки. Я буду использовать фиолетовые полосатые резинки. Мне кажется, что полосатые здесь идеально подходят, потому что они напоминают перышки совы. А станок расположите таким образом, чтобы открытые стороны смотрели на вас, и чтобы центральный ряд был немножко дальше от вас, чем два крайних ряда. Накидывать резинки мы с вами начнем вот отсюда и будем постепенно снижаться к низу. Возьмите одну резинку фиолетового, в моем случае цвета, в вашем вы можете любой другой, конечно, цвет использовать, и накиньте с последнего на предпоследний столбик левого ряда. Точно так же накидываем и на правом ряду. Теперь возьмем две резинки фиолетового цвета и в процессе накидывания этого брелка мы практически всегда будем использовать по две резинки. Накидываем их со второго на третий столбик центрального ряда. Это у нас шапочка, в кавычках, если так можно выразиться, совы получилась. Теперь нам нужно сделать брови. Так как сова всегда серьезная, то и брови мы должны сделать сходящимися к носу. Соответственно, с краев накидываем на центральный столбик с одной стороны и накидываем точно так же и со второй стороны. Отлично. Теперь по центру накидываем еще одну парочку резинок и по две пары резинок с левого края. Здесь раз накидываем пару и еще пару накидываем. И точно так же с правого края поступаем. Пару накидываем и еще пару накидываем. Теперь возьмите ту резинку, которая будет у вас выполнять роль носа у этой совы. Я буду использовать оранжевый цвет. Опять же берем две штучки и накидываем их следующим образом. Вот отсюда, вот сюда. Вот носик у нас готов. Это у нас с вами получилась голова совы. Теперь нам нужно ее закруглить к низу. Поэтому с крайних столбиков накидываем на центр с левой стороны две резиночки и с правой стороны, опять же, с центра к краю закругляем. Теперь мы с вами переходим к плечам совы, чтобы плавно перейти к телу. Соответственно, с центрального столбика на два крайних закидываем. С правой стороны закинули парочку резинок и с левой стороны закидываем парочку резинок. Теперь возьмите те резинки, которые у вас будут выполнять роль брюшка или животика у этой совы. Это в моем случае будут белые резинки. Нам нужно накинуть их на центральный ряд 4 пары. Накидываем пару. Накидываем еще пару. Накидываем третью пару. И накидываем четвертую пару. Раз, два. Готово. По левому и правому ряду нам нужно накинуть фиолетовые резинки по 3 пары. Слева 3 пары. Это первая пара у нас была. Сейчас идет вторая пара. И, наконец, третья пара резинок. С левой стороны. С правой стороны точно так же. 3 пары. Одна пара. Вторая пара. И третья пара. Это у нас получилось тело. Вот здесь у нас будут находиться ножки совы. Для них я использую тоже оранжевые резинки. Но нам их нужно взять уже по одной штучке. Чтобы создать ножку, вот такую тройную, нам нужно 3 пальчика, то есть, да, у совы. Нам нужно эту резинку 3 раза накинуть на крючок. 3 оборота. 1 оборот, 2 оборота, 3 оборота. Теперь возьмем пару резинок фиолетового цвета. Я накину их на мизинец и накину на крючок. Теперь то, что у нас сейчас на крючке, в 3 оборота резинка оранжевая накинута, мы ее с вами снимаем на центр этой фиолетовой резинки. Первую часть этой фиолетовой резинки накидываем на центральный последний столбик, а здесь
на последний левого ряда. Точно так же нам нужно и для правой ножки сделать. Берем крючок, накидываем 1, 2, 3 оборота. Берем теперь парочку резинок фиолетового цвета, накидываем крючок и снимаем с крючка оранжевые резинки. Одну часть вот сюда накидываем и вторую часть накидываем на последний наш центральный столбик. Раз, два. Теперь вот на этот последний столбик нам нужно накинуть еще одну резинку фиолетового цвета, но 3 оборота ее на крючок перед этим набрать. Вот 3 оборота. Натягиваем эту резиночку и накидываем на последний столбик. Отлично. Теперь нам нужно сделать глазки для этой совы. Для создания глазок я буду использовать черные резинки, и нам их нужно накинуть вот на эти столбики. Сначала накидываем вот на этот столбик, но накинуть нужно не просто так, а 4 оборота эту черную резинку закрутив на этом столбике. 3 оборота и 4 оборот. Это с одной стороны, правый глаз у нас получился, и с левой стороны делаем точно так же. Накидываем и крутим. 1 оборот, 2 оборот, 3. И вот 4 оборота получилось. Теперь берем фиолетовую резиночку и накидываем ее вот так треугольником. Отсюда и вот сюда. Треугольник получился. Но так как глаза у нас должны быть не настолько с краю, а должны быть они у нас ближе к носу, к центру, соответственно, нам нужно взять все 4 оборотика этой черной резинки, скинуть их с этого столбика и разместить вот на фиолетовой резинке, которая у нас треугольничком здесь была накинута. С одной стороны и с левой стороны точно так же. Захватываем все 4 оборота и аккуратненько скидываем их на эту треугольную резинку. Вот, в общем-то, и все. Теперь мы с вами можем скидывать резинки со станка. Ну, не совсем скидывать, а производить непосредственно плетение. Плетение здесь не такое сложное, как, возможно, кажется. Нам нужно начать вот с этого столбика. У нас сверху здесь накинута резинка в 3 оборота. Нам нужно ее оттянуть и снять резиночки вот эти и с правой стороны и закинуть их, соответственно, на правый столбик. То есть отсюда снимаем и на правый столбик накидываем ту резинку, которая правому этому столбику и принадлежит. С левой стороны делаем точно так же. Захватываем фиолетовые резинки, отодвинув ту, которая в 3 оборота у нас накинута была. И белые пары резинок мы с вами тоже отсюда изнутри поддев накидываем вперед. Теперь по левому ряду, по центральному и по правому нам нужно самым обычным способом внутри продеть, захватить резиночки и погнать их вперед. 1, 2, 3. Это слева мы с вами сделали. Теперь белые гоним. Отсюда 1. Внутри поддеваем пару. 2, 3. Здесь сделали. И с правой стороны точно так же. Оттягиваем резиночки, которые здесь у нас сверху находятся. Захватываем нижние фиолетовые. 1, 2 и 3. Теперь вот с этих крайних столбиков нам нужно к центру скинуть, соответственно, вот эту резинку и с правой стороны вот эту резинку. Внутри здесь можно немножко опустить, чтобы у нас было место для вот этих фиолетовых резинок. Отсюда снимаем, закидываем на центр. И с правой стороны тоже изнутри поддеваем и захватываем на центр. Теперь у нас будет самый сложный момент в процессе создания нашей совы. Нам нужно вот эту резинку и вот эту резинку поддеть здесь изнутри с центрального столбика и закинуть, соответственно, на левый и правый столбик. Но вся сложность заключается здесь в том, что здесь очень много у нас резинок. И нам нужно быть очень внимательными, чтобы захватить именно нужную нам пару. Все лишнее мы должны отодвинуть, а лишнего здесь довольно много,
Чтобы было вам лучше видно пару нужную вам, вы можете вот так пальцем оттянуть, захватить эту пару и вытянуть вот здесь изнутри. Но видите, у меня уже лишнее захватывается, поэтому я еще раз посмотрю более внимательно. Все оттягиваем, попробуем дальний сначала, дальнюю пару, захватил дальнюю пару и закидываю ее на правый столбик. Теперь уже будет немного легче, оттягиваем, захватываем ту пару, которая левому столбику принадлежит, и закидываем ее на левый столбик. Ну а сейчас совсем просто, у нас осталась оранжевая пара резинок, мы ее с вами здесь изнутри поддеваем и закидываем вперед. Ну а теперь дальше гоним по левому ряду. Отсюда просто снимаем и закидываем на впереди идущий столбик. Так, чтобы снять здесь, нам нужно отодвинуть резинку, которая у нас глазная, фиолетовая, она одинарная, мы ее отодвигаем. Захватываем изнутри пару фиолетовых резинок и закидываем на впереди идущий столбик. По центру теперь делаем. Закидываем на тот столбик, который у нас глазной, по сути. Здесь у нас глазная лежит резиночка. С правой стороны берем теперь. Закидываем сюда. Отодвигаем глазную. Захватываем снизу пару и закидываем вперед. Отлично. И у нас осталось, смотрите, совсем ничего. С центра правому закидываем, здесь левому и по центру. Сначала у меня пара резинок вот здесь. Следующая пара у меня принадлежит левому столбику, поэтому я сюда скидываю. Центр идет вперед. И по последней резинке, которая одинарная у нас, мы с вами здесь снимаем и снимаем с правой стороны, впереди идущему столбику. Все, мы с вами плетение, в общем-то, завершили. И теперь нам нужно вот здесь, здесь и здесь сделать петельки. Делаем мы их следующим образом. Внутри поддеваю крючком нижнюю резинку и в это время снимаю рукой верхнюю. Вынимаю нижнюю через эту верхнюю, и у меня получается петелька. Эту петельку я затягиваю здесь. Точно так же поступаем по центру. Крючком вынимаем нижние, в это время рукой снимаем верхние и затягиваем. Здесь готово. И с правой стороны нижнюю поддеваем, изнутри проводим, и получается петелька. Готово, затягиваем. Все снятие мы завершили, и теперь вообще все резинки мы с вами снимаем уже готовые со станка. Вот такой совенок у нас получился. Здесь пока не очень хорошо виден клюв. Точнее, он виден, но у него слишком разведены в стороны вот эти оранжевые его половинки. Для того, чтобы они были более ровненькие, мы с вами крючком подвинем одну половиночку и подвинем еще одну половиночку. И тогда будет клюв треугольный, какой и нужен. Так, глаза, чтобы были лучше видны, мы их изнутри выправим и вперед поместим. Ну и сам немножко поправим толщину, длину этого совенка. У нашей совы получились по бокам вот такие ушки. Мне эти ушки, в принципе, нравятся, и я не хочу их убирать. Но если вам они не нравятся, и вы хотите их убрать, то я вам покажу, как это делается. Вам нужно просто их вплести внутрь головы. Заводите крючок вот здесь, захватываете одну из ушек, которая к этому боку относится, и вытаскиваете вот здесь, например. И можно дальше еще вплести в заднюю часть. Получается так. Это с одной стороны, и с другой стороны точно так же. Здесь особо не заморачивайтесь, куда именно продеть эту резинку. Просто в любое место продеваете. Главное, чтобы она у нас получилась вплетена и здесь не торчала. Раз. И в изнаночную сторону, тоже в любое место. Вот так. И с этой стороны у нас получается, что
ушки исчезли и получилась здесь просто петелька. А эту петельку мы с вами накинем на карабинчик, чтобы было легче закреплять где-нибудь на портфеле, сумке. Я сквозь карабинчик продел крючок, захватываю теперь две резиночки, которые на голове этой совы, вывожу с другой стороны через эту дырочку на карабине. Так. Теперь вот эту часть расширяю и провожу через нее нашу сову. Оп, ввожу отсюда и здесь на карабине затягиваю. Готово. Если у вас карабина нет, вы можете использовать какое-нибудь металлическое кольцо, как, например, в ключах используется. Или, если хотите, можете купить такой карабин. Я их продаю со своего сайта, название которого вы видите в правом нижнем углу экрана. Ну что ж, я надеюсь, вам этот урок понравился и понравился тот герой, которого мы с вами сплели. Вот, кстати, братик и сестричка у нас получились даже. Если вам все понравилось, то подписывайтесь, как обычно, на мой канал. Как обычно, ставьте лайки, пишите комментарии. Спасибо за внимание. Пока!